Однажды Корнелий Трамонин, основоположник многоцветной печати в России, рассматривал обложку старинной книги. Реликвия XVI века называлась «Апостол» и была издана во времена Ивана Грозного. На груди у двуглавого орла ученый разглядел едва заметное изображение человеческой головы. На голове корона. А вдруг это сам царь? Ну и что такого, спросите вы? Да мало ли портретов Ивана Грозного? Мало. Прижизненных известно лишь два. Один в малореалистичном иконописном стиле, а другой выполнен иностранным художником по описанию очевидцев. Если бы выяснилось, что на обложке книги действительно царь, то это бы стало сенсацией. Ведь книга издана в 1654 году, при жизни Ивана IV Грозного, а ее автор Иван Федоров знал государя лично. Все, что мог сделать тогда Корнелий Яковлевич, это зарисовать обнаруженный портрет. Именно эта зарисовка 100 лет спустя подтолкнет к исследованиям, потому что само изображение просто исчезло. Дело в том, что оно было нанесено с помощью тиснения, однако иным способом, чем другие детали на обложке, и к началу 21 века абсолютно выпрямилось. Но для современной науки ничто не исчезает бесследно. В 2017 году специалисты Института космических исследований провели мультиспектральную фотосъемку с последующей математической обработкой. Это позволило разглядеть, казалось бы, утраченное изображение. Книга «Апостол» была первой датированной книгой, напечатанной на территории русского государства. До наших дней дошло не более 3 десятков экземпляров. Но только один из них, хранящийся сегодня в Государственном историческом музее в Москве, имеет на обложке портрет самого Ивана Грозного.